Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочется с вами поделиться своей радостью от покупки. Я наконец-то приобрел вот этот вот прекрасный монитор LG 27UK850. И мы его сейчас с вами вместе распакуем, посмотрим, как он выглядит, что в коробке. А потом в следующем ролике мы посмотрим, как же он показывает при подключении к новому Mac Mini, для чего, собственно, я его и покупал. Так, давайте же, не откладывая, вскроем коробку. Мне в магазине ее как следует так замотали. Так. Ага. Сразу тут у нас видно, что лежит, собственно, панель монитора. Вот она какая большая. Это монитор 27 дюймов. 4К Ультра HD. О, вот это да! Смотрите, какой большой и черный спереди и какой белый сзади. Что тут? Видно, что у него есть USB Type-C разъем для подключения видеосигнала. Есть DisplayPort, два порта HDMI, разъем для питания и два USB. Видимо, он служит хабом, судя по всему. Хабом, наверное, служит при передаче через USB Type-C. Так, положим же его на стол. Вот так. Сейчас уберем. Тут из этой штуки сразу высыпалось все, что у него в комплекте. Ну и хорошо, не пришлось доставать. Положим сюда. Это то, на чем он будет стоять. Уже не вмещается. Это комплект кабелей. Это блок питания. Большой такой блок питания. И Display Quality Assistance Assurance Report. Ну, короче, проверка его на заводе. Так, коробочку убираем. Посмотрим, что здесь есть в комплекте. В комплекте есть шнур питания, есть, видимо, пакетик от этого шнура, мы его в магазине включали, проверяли. Есть крепление кабелей, прекрасно, есть USB Type-C сигнальный кабель, Made in China. Есть HDMI, нет, это DisplayPort кабель, да, это стандартный большой DisplayPort. Есть HDMI кабель. Надеюсь, что он поддерживает 2.0, но в любом случае что-то для того, чтобы подключить 4К сигнал. Есть диск. Как странно, диск даже не лежит ни в какой обертке. Гарантийный талон, печати магазина, инструкция. Видно все, что здесь есть в комплекте. Все выбросили. Теперь давайте соберем его с тем, чтобы он стоял. Давайте же его собирать и включать. Здесь что-то строительным скотчем замотано. Так вот, в принципе, фабрично замотано. Не похоже на то, что мне впарили какой-то БУ. Лапа-нога. Шикардос. Ага. Эту ногу надо поставить вот на эту вот фигульку. Фигульку сейчас распакуем тоже. Так, и здесь крутится такой винтик. Вот. Вот такой винтик тут крутится за колечко. Все продумано. Это алюминиевая штуковина. А вот это уже пластиковая. Итак, мы ставим эту штуку на стол, чтобы она стояла. Берем аккуратненько панель. И, насколько я помню, из опыта работы с мониторами Dell, нужно сначала повесить сюда в пазы. Вот так. И тут защелкивается. Все прям как у Dell сперли технологию. Вот как он выглядит.
здоровенный 27-дюймовый. Ну, кто-то скажет, не очень здоровенный, но для меня это большой монитор. Стал бы он мне еще на стол. Это минимальная высота, это максимальная высота. А поворачивается ли он в бок? Поворачивается. О, шикардос. Тем, кому на работе удобно работать вертикально, можно... Мне кажется, что он фиксируется не совсем точно. То есть вот у него упор, а горизонталь-то вот правильно вот такая вот. Ну что же, видно, что да, что спереди он черный, сзади он белый. Выглядит довольно-таки шикарно. Ну, следующим этапом мы будем уже подключать к нему питание. Сюда мы подключим сейчас белый шнур. Все такое белое, прям как в одном известном офисе одного известного банка, в котором все мониторы перекрасили с черного на белое. Вот так вот бывает. Хорошо, когда длинный кабель, потому что можно далеко его прокинуть. Все. Дальше будем монтировать рабочую станцию на основе Mac Mini этого монитора. И я к вам вернусь. Скоро. Итак, господа, настало время заменить мой прекрасный iMac, который прослужил верой и правдой с 2011 года. Заменить на новый комплект iMac, то есть Mac Mini с внешним монитором. Поэтому, мой дорогой, сейчас я тебя буду выключить. И пусть ты выключишься, а дальше мы тебя очистим и достанешься ты какому-нибудь хорошему человеку. Распакуем, наконец, Mac Mini, который так долго ждал своего часа, но наконец-то я уже купил к нему монитор, и можно посмотреть, что же внутри этой прекрасной коробки. Купил я его в Mac-центре. Вот, кому интересно, никакой рекламы, просто в этой компании была конфигурация, которой больше нигде не было. То есть все официальные поставщики почему-то все это мощные конфигурации хорошие не привозят. А в Mac-центре есть. Ну и хорошо. Такая вот коробка. Видно, что модель называется Z0W200U9. 2000U9. То есть это именно вот та модель, которая содержит процессор Core i7 или Core i7, 16 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт SSD. Я остановился на 512 гигабайт SSD. Конечно, хорошо бы терабайт, но цена за терабайтный накопитель, ну просто, ну совсем не гуманная. То есть не то, что крыло от самолета, даже не чугунный мост, а так 10 чугунных мостов. Скроем же коробочку. Я думаю, что это коробочка, в которой внутри лежит белая коробочка. Нет, тут не белая коробочка, как обычно, а, наверное, потому что у них давно уже продвигается серый вот этот вот Space Gray цвет. Итак, вот такая вот упаковка. А, нет, белая коробочка белая. Все, я был прав. Интуиция меня не обманула. То есть в одной коробочке лежит другая коробочка. Лишнюю коробочку убираем. Сбрасывать на пол я не буду, как все делают. Я потихонечку помещу на пол. Давайте же наконец быстрее его вскроем. Но тут нет такой фишки, как у айфонов. То есть тут можно ногтем расковырять и снять пленочку. Так, пленочку убираем. Коробочка открывается. А, она сдвигается. О, я был прав. Она сдвигается. Вот так раз. Коробочка. Вот он золотой тут лежит, точнее серебряный, даже не серебряный, а космическо-серый. Снимем коробочку с него и увидим, что тут лежало что-то, что мы сейчас пока вернем, чтобы потом посмотреть, что же тут лежало. Итак, вот сам десктоп. Я бы сказал, что это совсем даже не десктоп, а какой-то нет топ. Снимем пленочку. Ох, как я вот это люблю все
снимать вот это все. Конечно, они умеют упаковывать. Этого у них не отнять. Вот, собственно, компьютер. Довольно легкий. Тут стучится легко и звонко по пластиковому, по пластиковой накладке. Написано Mac Mini. Насколько я помню, здесь вот надо снять еще с портов вот эту вот штуковину. То есть пленку вот эту. Снимаем и видим все порты, которые были обозначены. Что у нас тут есть? Света побольше. Тут есть у нас кнопка включения, кабель питания. Это Ethernet сеть. Раз, два, три, четыре USB Type-C порта с пометкой Thunderbolt. Они что ли все 4 Thunderbolt? Это круто. Есть HDMI порт и 2 USB. Я надеюсь, это USB 3.0. А, еще есть выход на наушники. То есть можно, наверное, подключить гарнитуру. Уж не знаю, с микрофоном или без. Проверим. Потому что, в отличие от iMac, который у меня был до этого, у iMac, вот он еще пока тут, у него есть веб-камера и встроенные микрофоны и колонки. Здесь с этим, конечно, вопрос придется решать отдельно. Но купил я его ради мощности, которая у него вшита. Конечно, с такой мощью iMac современный стоит совсем запредельных денег. Ну, как ему и положено, да? Вот в этой маленькой коробочке, вкладочке есть краткий обзор. Встречайте ваш новый Mac Mini. Встречаем. Похоже на узбекском или казахском. И традиционно наклеечки. И какие-то еще другая ботва. В большом количестве бумажной ботвы. Что же здесь еще в этой коробочке было? Ну, я так уверен, что это кабель питания. По крайней мере, без него-то не включить нельзя. Да, вот кабель питания. И, собственно, все. Больше ничего в этой коробке нет. И, наверное, не должно быть. Это же мини, значит, минималистично. Кабель питания. Соответственно, мы его вставляем в гнездо питания. Дальше, в следующем этапе, в следующем ролике, я постараюсь заснять, как я буду подключать все вот это вот к нему. А именно, что тут подключать особо? Это питание, монитор, клавиатуру и мышь. Клавиатуру и мышь возьмем от старого iMac, потому что других у меня, собственно, нет. Вот. Я не покупал специально другие. Но зато у меня есть трекпад. Ну, это не важно. Можно и трекпад включить. То есть к одному вот из этих портов мы подключим монитор, потому что у меня есть USB Type-C кабель, который шел в комплекте с монитором. Подключим питание, вот так вот я воткну сразу. Оп. И подключим клавиатуру, мышь. И будем включать и устанавливать компьютер, восстанавливая его из тайм-машины. Надеюсь, что это все получится. Вот. Ждем и смотрим дальше. Привет снова, друзья. Итак, мы продолжим подключение нашего Mac Mini и монитора LG 4K. Связка, о которой мы давно мечтали, сейчас будет сделана. Я подготовил здесь на столе уже кабели, которых немножечко больше, чем в случае iMac. Вот Mac Mini и его панели разъемов. Сейчас потихонечку друг за другом все подключим. Итак, извините, что я к вам спиной. Подключаем, ну здесь все понятно, подключаем питание, подключаем Ethernet кабель, то есть сеть. Чик. Подключаем к нему, это принтер, но давайте мы с принтером как-то потом разберемся. Подключаем вот эту вот док-станцию с жестким диском, который у меня служит тайм-машиной, чтобы она сразу увиделась. Теперь подключим клавиатуру, которая осталась от iMac. Хорошая большая клавиатура, не беспроводная, но зато очень функциональная. И используем для этого второй порт USB. Итого у нас все порты USB заняты, всего два. Тут кабель уберем так, подвинем так. А теперь займемся монитором. Для монитора вот у нас тоже выведено питание белое такое, красивое. Сейчас мы принесем монитор на стол, поставим его, сгромоздим. Выходит из кадра, точнее вплывает в кадр. Красота. Ну, слава богу, по высоте он у меня входит и даже остается запас. А то я переживал. Монитор мы будем подключать вот этим кабелем сигнальным
USB Type-C, который шел в комплекте, что очень обрадовало меня. То есть не нужно этот специфичный на данный момент времени, когда мы снимаем этот ролик. Какого мы числа его снимаем? 16 декабря мы снимаем этот ролик 2019 года. Раскрутим этот кабель и подключим его к монитору и к одному из портов USB Type-C Thunderbolt, который есть на iMac, на Mac Mini. Все время путаюсь, iMac, не iMac, Mac Mini, не Mac Mini. Ну, пока еще не привык. Питание, разъем питания, да? Тут какой-то еще есть разъем для наушников, что ли? Наверное. Воткнем вот этот вот Thunderbolt, точнее USB Type-C. О, как втыкается, легко держится. И другим концом мы воткнем его в Mac Mini. Ну, собственно, с самим десктопом больше нам ничего не интересно. Можно только потом подключить принтер. Кстати, с этим будет проблема. Нужен переходник, потому что больше портов у него нет. Так, пожалуй, надо перекинуть немножко кабель питания. Все эти змеиные свадьбы, как говорит один мой знакомый Александр, не доставляют никакой радости, особенно если их много, этих кабельных разъемов. Вот, сам десктоп у нас будет лежать где-то сзади, а монитор у нас будет стоять где-то спереди. На самом деле даже можно было Mac Mini перевернуть, чтобы он сюда портами стоял, чтобы удобно было к нему подключать что-то. Опять же, кнопка включения здесь рядом. Именно вот таким образом я его поставлю. Вот. Порты, разъемы, кнопка включения, все здесь. По горизонтали еще немножечко выровняем. Пришлось мне разобрать, переделать стол для того, чтобы этот монитор сюда поместился. У стола были такие замечательные, интересные полочки по бокам, от них остались теперь вот только дырочки. И iMac у меня стоял вот так вот как-то, на таком расстоянии. Тут чем больше расстояние для рук впереди, тем лучше. Ну что, включаем? Включаем. И узнать, как это все работает. Включили. Здесь вот у LG есть джойстик. Монитор крякнул. Ничего пока не происходит. Надо вход выбрать. USB-C. Так, выбрали вход USB Type-C. О! Уже картинка, а мы не успели. Так, мышка есть. Ура! Ну, как бы сделать так, чтобы вам было видно, что там на экране. Давайте я вот так приближу. Вот. И продолжаем съемку. На самом деле здесь я уже, наверное, выключу вот этот свет, который на меня светит. Вы будете видеть мою спину недолго. Вот здесь вот так сделаем свет. Нажимаем продолжить. Я сяду боком. Так, меня видно? Продолжить. Выбираем язык. Русский. Так. Ну, монитор просто шикардосный. Я хочу сказать, шикарный монитор. Матовая поверхность у него, не глянцевая. И даже лампа, вот, которая мне все время мешала, когда она светит в монитор, отражает, когда я лежу на диване. Она мне мешала. Вот тут что-то происходит, непонятно что. Это я потом подрежу, чик-чик. На этом мы сделаем паузу, просто непонятно, что происходит. Итак, мы продолжаем настраивать. Только что Mac нам рассказал про то, что есть функция VoiceOver, которая нам не нужна. Выбираем страну Россия. Раскладка клавиатуры русская. Подготовка источника. Ждем. Интересно, как быстро это произойдет. Вот что происходит. Подготовка источника. О! Уже что-то случилось. Выбрать, какую информацию вы хотите перенести на этот Mac. Да мы, в общем-то, все хотим перенести, правильно? Поэтому
выбранные галочки все и нажимаем «Продолжить». Условия пользования, гарантия на оборудование, лицензионное соглашение. Принять. Поиск программных документов для переноса, обработка объектов 11 тысяч и так далее. Погнали. Ну вот, в общем-то, пошло восстановление информации. На этом мы снова сделаем паузу. Итак, я наконец переехал с одного мака на другой. Пришлось это делать с помощью подключения их обоих к сети Ethernet кабелем, запуская программу миграции. Не все прошло гладко, пришлось некоторые библиотеки переносить вручную, такие как медиатеку iMovie, медиатеку фото. Ну и потому что на новом Mac Mini диск меньше, пришлось в частности медиатеку iTunes выкинуть на внешний диск. Вот можно наблюдать, насколько новый экран больше старого. То есть вот этот монитор 27 дюймов 4K LG, который я приобрел, подключенный к Mac Mini. Можно вот увидеть, что разрешение старого компьютера вот такое. Видно, что шрифты сильно сглажены. Наверное, это лучше, конечно, экранное видео записывать, но это все делали уже. А вот какие шрифты и гладкие и красивые на новом. То есть просто шикарное вообще впечатление, такое все гладкое, красиво, не видно ни одного пикселя. Вот. Все запускается очень быстро. Прям стартует, ты не успеваешь ничего делать, не успеваешь, короче говоря, ждать. И все прям, как бы просто, очень радует. То есть скорость просто потрясная. Касательно iMovie, например, монтаж стал доставлять большое удовольствие. Проект открывается мгновенно. Например, вот мы посмотрим, как загрузится проект, в котором очень много роликов. Вот он уже загрузился. Вот здесь эти ролики. То есть я могу мгновенно все делать. Прекрасно. Прекрасно. Я очень доволен. Особенно тем, что конфигурация довольно гибкая. Пришлось установить веб-камеру. И, наверное, еще нужно будет подключить колонки. Но вот занятые порты Mac Mini не все. То есть еще свободные, USB использованные. Но радует то, что, например, в макинтошевской клавиатуре есть порты USB сбоку. То есть такой вот хаб в клавиатуре имеется. Вот. Я его использую для зарядок и для подключения всего и все. Вот, собственно, и все об этой моей миграции с одного мака на другой с использованием нового монитора. Начинался ролик про монитор, закончился про новый компьютер на базе Mac Mini. До следующих встреч! Итак, я хотел добавить еще небольшой ролик по поводу скорости SSD, который установлен в этом Mac Mini. Вы видите в этом диск Speed тесте, что скорости просто бешеные, поэтому видно, что этот Mac Mini это мощнейший компьютер с мощнейшим диском, чему я, собственно, очень рад. Спасибо вам большое, что досмотрели ролик до конца. Всем пока!